И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами посетим город Дюссельдорф. Это не первое мое видео из Дюссельдорфа. У меня на канале уже есть шортс-видео, летняя прогулка по городу, видео из аэропорта. А это, как часто у меня бывает, не новое видео. Я снимала его 2 октября 2022 года, то есть уже 2,5 года прошло, пока я собралась его выпустить. Короткие видео начинаю выставлять сразу же, еще во время поездок, а вот довести до ума длинные видео занимает у меня очень много времени. Дюссельдорф расположен на берегу Рейна и в месте впадания в него реки Дюссель. Город с населением более 600 тысяч человек на западе Германии, в центре Рейнско-Рунского региона, административный центр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Он наряду с Берлином, Франкфуртом на Майне, Мюнхеном и Гамбургом входит в пятерку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. В нем находится штаб-квартира множества крупных компаний. Городской аэропорт является международным транспортным узлом. Я из него, кстати, летала в Россию в 2022 году. В Дюссельдорфе расположены 2 гавани, а также многочисленные высшие учебные заведения. Это очень густонаселенный район. Дюссельдорф уже почти слился со всеми соседними городами. С некоторыми уже даже и без почти. Там просто с разных сторон улицы разные города. Разница только юридическая. Первые поселения германцев вблизи устья речки Дюссель на восточном берегу Рейна существовали еще до 500 года, а первое письменное упоминание Дюссельдорфа относится к 1135 году. И статус города Дюссельдорф получил в 1288 году. Видео из этой поездки уже есть на канале. Мы были в разных городах. Мы как раз вот ездили в страну и город Люксембург, в город Трир. Эти видео уже вышли на канале. Кому интересно, можете посмотреть. И это из этой же поездки. Вот 1 октября мы были в Люксембурге и Трире. 2 октября вот мы были в Дюссельдорфе. И там еще кое-где. Ну вот про Дюссельдорф как раз сегодняшнее наше видео. Мы сейчас прогуляемся по городу, потом покатаемся по Рейну на корабле. Посмотрим на город со стороны реки. И потом еще прогуляемся. Ну, когда мы будем кататься на корабле, я включу какую-нибудь музыку, потому что там было внутри трюма, как бы, ну, не на открытой палубе, а внутри, и там было очень шумно.
И вот мы с вами снова спустились с борта корабля на землю и снова прогуляемся по городу. Вот вы видите купол церкви. Сейчас к ней подойдем поближе. Это базилика Святого Ламберта. По-немецки базилика Сант-Ламбертус. Это католический храм в Дюссельдорфе, является наиболее старым сооружением, включающим в себя множество культурных и религиозных достопримечательностей. В VIII веке на месте впадения речки Дюссель в Рейн святой Вильик основал небольшую часовню, освященную в честь святого миссионера Ламберта, епископа Маастрихтского. И от того первого культового сооружения Дюссельдорфа до настоящего времени ничего не дошло. А в XIII веке на месте первой часовни была отстроена в романском стиле деревенская церковь. И 1288 год стал знаковым в истории города. Тогда состоялось кровопролитнейшее сражение, в котором противостоял граф Адольф V фон Берг с одной стороны и кёльнский архиепископ Зигфрид Вестербургский с другой. К войску графа Адольфа присоединились свободные горожане Кёльна и жители деревни Дюссель. Но, возможно, благодаря именно этой поддержке графа и одержал победу в сражении. В качестве благодарности он даровал статус города деревне Дюссель, по-немецки деревня Дорф. Это получается Дюссельдорф. Дюссель деревня. Дословный перевод. Документ был подписан 14 августа 1288 года, и уже через месяц церковь стала преобразовываться в центр нового города. Граф Адольф V фон Берг в течение всей жизни проявлял повышенный интерес к постройке города Дюссельдорф и жертвовал большие суммы на постройку центральной церкви города. А мы сейчас с вами зайдем внутрь, посмотрим также внутри. Там играет музыка. Заодно немножко послушаем музыки. А сейчас мы подходим к Stadtserhebungsmonument. Это бронзовая скульптура, посвященная предоставлению Дюссельдорфу городских прав.
Монумент был построен в 1988 году во знаменование 700-летия со дня получения Дюссельдорфом статуса города. Среди мотивов битва при Ворингене, подписание городского устава и возведение приходской церкви, посвященной Святому Ламберту. Скульптура очень такая интересная, очень такая многокомпонентная. И, как я прочитала в интернете, это практически единственное место, где можно видеть речку Дюссель. Рейн там, правда, потекает через город, Рейн видать, а Дюссель это только единственное место, где она открыто течет вот тут вот, в этом месте. Я перед этим как раз на карте искала речку Дюссель, не могла найти. Потом вот как раз прочитала, что это практически единственное место в городе, где ее можно увидеть. Ну, опять же, за что купила, за то и продаю. Так было написано. В этот день мы еще посетили крепость Бланкенштайн, Шуленберг-туннель и шахту Цольферайн. Это такая исторические постройки, музей на месте коксового завода и угольной шахты. Ну, это уже на шахте мы были уже под вечер, поскольку это был октябрь, темнеет рано. В музее мы, соответственно, не были, но сам вся территория открыта, можно там гулять как парк и посмотреть. Очень интересное такое глобальное сооружение. Но все это уже будет в следующем видео. И там больше фотографий, чем видео. Ну, посмотрим, что там получится. А на этом наше сегодняшнее видео заканчивается. Всем здоровья, мира и добра. И мы еще увидимся, ведь продолжение следует. Пока-пока.